Появившиеся религии должны были дать людям защиту от магов. Однако реальной защиты религия не дает. Скорее можно сказать, что маги стараются не связываться с людьми, защищенными религиозными талисманами. Просто они не хотят иметь ненужную проблему с эгрегором религии. Каждый эгрегор связан с каким-то богом, человеком самадхи. Обладая большим могуществом, они охраняют свое стадо, являющееся для них источником ментальной энергии. Кроме того, многие боги происходят из нечеловеческих рас и не испытывают к магам, асурам, ливанам каких-либо сентиментальных чувств. Иными словами, между богами и магами существуют некоторые разногласия, причем достаточно весомые, для того, чтобы маги не лезли на рожон. При столкновении с эгрегором какого-либо бога, святого, магу приходится воевать с йодамом данного эгрегора. Отсюда сила веры, место внутри эгрегора определяет ценность данного человека для йодама данного эгрегора и, соответственно, силу заступничества йодама. Сам религиозный талисман имеет мало значения. Имеет значение, с какой силой человек за него держится, как поручень в трамвае. То есть формальная религиозность не является защитой от магии. Защитой может быть только реальная вера или доверие к данному эгрегору. Религиозный человек верит в заступничество своего святого йодама, и это дает ему защиту от магии. При этом маги, как правило, не агрессивны в отношениях с людьми и вовсе не собираются сражаться с эгрегором йодамами, наоборот, стараются забиться в какую-то щель, где восстанавливают свои силы. Обычно именно религиозные фанатики кидаются на магов, имея какие-то свои мотивы. Именно в таких случаях магу приходится биться, отбиваться с религиозным эгрегором. Поэтому, имея такую перспективу, маги создают ордена, как магические эгрегоры, позволяющие им противостоять массовым религиозным эгрегорам. А тайные общества – это убежище, предоставляемые магами более высокого уровня магам начинающим. Как правило, тайные общества создавались вокруг воплотившихся древних магов, и среди них могли быть и маги самадхи.